Как уже всем известно, поддержка Windows XP закончилась 8 апреля 2014 года, а это на момент снятия видео 8 лет назад. На основе Windows XP вышли такие популярные в то время сборки, как Windows XP Зверь, Windows Game Edition, Windows XP Sam Lab, Windows XP Chip и многие другие. Список можно перечислять долго. Но люди до сих пор делают сборки на основе этой системы, пусть ее поддержка и прекращена, а ее доля на рынке практически сошла на нет. Но кого это волнует и кого это останавливает? Правильно, никого. И различного рода энтузиасты, да и просто какие-либо люди делают сборки на основе этой системы. В большей степени это какие-либо говносборки с напичканными шрифтами и темами оформления. Но среди всего этого есть не только что-то отвратительное, но есть и кое-что действительно интересное и даже необычное. В этом видео мы как раз и рассмотрим подобное творение. Сборки из эпохи Windows XP Server 2003, которые как минимум привлекли мое внимание своей необычностью. Ссылки на скачивание будут предоставлены в моем телеграм-канале. Ну а сейчас давайте приступим. Начнем с самого необычного. Помните тот ролик, где я показывал в ознакомительных и образовательных целях работу программы, которая урезала XP до 35 мегабайт? Так вот, какой-то гений пошел дальше и сделал Windows почти такого же размера и по сути откатил систему до периода Windows NT 3.1 в плане дизайна. Начнем с того, что архив с образом жесткого диска весит 12,9 мегабайта. В общем, запускаем. Здесь не будет какого-либо экрана загрузки. Пробегут строчки путей файлов для запуска и появится экран с информацией о сборке. На таком экране еще работает и Native Shell, и проверка диска во время запуска. О том, что такое Native Shell и для чего это вообще нужно, я об этом уже делал ролик на своем канале. Итак, после полноценного запуска у нас появляется диспетчер программ. Все как в первых Windows NT и Windows 3X. В диспетчере находится только одна группа, где находится редактор реестра, командная строка, диспетчер задач, блокнот и диспетчер файлов из эпохи Windows 3X. Открыв окно в программе, здесь мы не увидим каких-либо картинок, которые нам показывают, какая система установлена, а имя и организация будут как OEM. Справочной системы здесь, естественно, не будет. Наоборот, было бы очень странно, если бы она присутствовала здесь. А сама структура системы в плане папок выглядит вот так. Здесь почти ничего, кроме самого важного, нет. Я даже подключил жесткий диск с оригинальной XP и попытался запустить ее же оригинальное приложение, но это бессмысленно. Export.exe ругается на отсутствующий DLL, а какое-либо приложение MMC вообще запустить не получается. Система сообщает о том, что «я не понимаю формат этого файла и что с ним делать и вообще кто он такой, иди на...». В общем, такие вот дела. Как по мне, это действительно очень необычно и, наверное, было бы полезно для изучения старых Windows. Вдруг кому-то реально станет интересна работа каких-либо старых систем. Чем черт не шутит все-таки. Вы когда-нибудь видели бета-версии Windows XP? Эти эксперименты с дизайном, функциональностью. Здесь же появилась первая версия темы Луна, которая стала основной темой оформления Windows XP. И нашелся какой-то энтузиаст, который решил на основе оригинальной Windows XP воссоздать дизайн и эстетику поздних бета-сборок этой системы, вернуть утраченные функции и программы с предыдущих версий Windows. И называется это все как Windows XP Delta Edition. Образ весит 737 мегабайт и спокойно доступен для скачивания на веб-архиве. К слову, кроме Windows XP, есть сборки на основе Vista и 7 с такой же целью. Звучит как какая-то антология. Текстовая установка совсем не отличается от оригинала, но вот графическая уже напоминает установку более поздних бета-версий Windows XP. А экран загрузки и видео первоначальной настройки совсем другое. Да тут даже помощник из бета-версии есть. Но в целом первоначальная настройка почти не изменена. Завершаем первоначальную настройку и смотрите, здесь другой экран приветствия и звук входа. В общем, что мы имеем? Перед нами установленная система, которая очень похожа на бету XP. Ну похоже же! На рабочем столе имеются папки «Мои документы», «Мой компьютер», «Сетевое окружение», «Ярлык для браузера» и в правом нижнем углу красуется пакет из пятерочки.
Но тут еще есть два ярлычка, один из которых открывает текстовый файл с историей версий и списком известных багов, а второй открывает файл с полным описанием проекта и прочими ответами на вопросы. В плане дизайна здесь имеются обои как из Windows XP, так и из Windows Whistler. Точно так же здесь и с темами оформления. Ранее я вам говорил, что целью сборки это воссоздать дизайн и эстетику поздних бета-сборок этой системы, вернуть утраченные функции и программы с предыдущих версий Windows. Окей, на дизайн мы посмотрели, он действительно похож на те бета-версии, но что с функционалом? А с функционалом здесь очень интересно. Два Movie Maker, один из Windows ME, другой из оригинальной XP. Windows Media Player здесь 9-й версии, но его иконка стилизована под старину. Приложение для набора номера из Windows NT, CD-плеер из Windows 2000, редактор символов, часы, программа Welcome to Windows из Windows 2000, но оно стилизовано так, как будто она из XP и вполне себе красиво, кстати. И кучу версий туториалов по Windows XP. Один вообще тестовый, другой из Windows XP Beta 2, а третий оригинальный, но со своими демонстрационными скриншотами. А в остальном это обычная XP-шка. И честно сказать, это одно из обозреваемых в этом видеотворений, которое меня зацепило больше всего. Также существует пак дополнений к этой сборке, но кроме новых тем оно больше ничего не добавляет. Ну что ж, не задерживаемся и приступаем к обзору следующего творения. Следующая сборка, которую мы рассмотрим, это Windows XP 2003 Edition. Образ весит более 1 гигабайта, запускаемся с него и мы видим полноценную графическую установку на основе Windows PE, прямиком из Windows Longhorn. Установщик сделан вполне себе стильно и приятно на глаз. Иконки и весь стиль пытаются повторить стилистику Windows XP. Ключ продукта здесь подходит от бета-сборок Windows Longhorn. Выбираем диск, пережидаем несколько минут и одну перезагрузку, и все. Перед нами полноценная система, которая даже уже экран приветствия показывает. Дело в том, что вся система упакована в Vim-файле, и как раз установщик из Windows Longhorn был взят не зря. Он просто распаковывает Vim-файл с уже донастроенной, но не полностью завершенной системой на указанный диск и выполняет перезагрузку. После долгого экрана приветствия нас встречает первоначальная настройка, которая состоит из маленького окна, которое просит тебя ввести имя будущей учетной записи. И после ввода имени нас просят перезагрузиться. Прям очень сильно чувствуется дух Windows 9X систем, когда после установки или изменения настройки какого-либо драйвера тебя заставляли перезагружаться. Как уже можно было заметить ранее, здесь почти целиком изменен системный дизайн, начиная от экрана приветствия и заканчивая экраном запуска системы. И дизайн системы, я бы сказал, сделан на любителя. После первого запуска и прохождения первоначальной настройки у нас на рабочем столе появляется ярлык Feedback, уведомление Where do you want to go today, которое по-русски расшифровывается как «Куда вы хотите пойти сегодня?», и при нажатии на него открывается вполне себе нестандартный и в какой-то степени красивый туториал. Только вот картинки к туториалу можно было прифотошопить получше. Ярлык Feedback просто открывает окно с помощью о том, как отправить репорт и поясняет советы правильного оформления репорта. По факту это ненужное приложение, потому что, во-первых, вряд ли сейчас Microsoft принимает отчеты от таких систем, и во-вторых, что тут делает приложение из Windows Longhorn. Окей, из программ тут установлено множество приложений и дополнений, которые делала сама Microsoft. Вот тебе панель поиска и движок Windows Search из Vista. Вот тебе приложение из Windows XP Tablet PC, приложение из Microsoft Plus для Windows XP. Тут даже есть ножницы, но они лично у меня не запустились. Программы в меню пуск отсортированы по группам так, как есть в старших Windows. Здесь также имеется свой магазин приложений. Ну, почти свой. Дело в том, что тут попросту открывается стилизованная под Windows XP программа менеджера приложений из ReactOS, и эта же самая программа пытается обновить список приложений для загрузки, обращаясь к серверу ReactOS. В принципе, по приложениям больше сказать-то и нечего. Ядро здесь NT 5.2, то есть от Windows Server 2003, хотя тут может возникнуть путаница, а-ля как так? Ведь везде написано Windows XP, ядро 5.2, значит это 64-разрядная версия Windows XP. Но нет, образ этой сборки 32-разрядный, поэтому вариант о том, что здесь переделана 64-разрядная версия Windows XP, отпадает сам по себе. Либо может я чего-то недопонимаю. Загрузчик этой системы взят из бета-сборок Windows Vista, и в теории эта система имеет поддержку UEFI.
О том, как можно заставить подружить Windows XP с UEFI, я рассказывал в отдельном ролике. Правда, без голоса, я там просто все расписывал, но все же показывал. Как итог, об этой сборке могу сказать, что она действительно необычна, начиная от внешнего вида и заканчивая системным загрузчиком. Естественно, это мое личное мнение, и вы можете быть с ним не согласны. Ну а теперь можно перейти к следующей сборке. Windows XP by Encore. Команда LV Game Team делала сборку на основе Windows Server 2003 с интеграцией функций от OneCore API, которая позволяет запускать приложения современных Windows на Windows XP и Server 2003. Судя по описанию их группы во ВКонтакте, эта сборка создана на базе оригинальной Windows Server 2003 SP2 с полной интеграцией функций OneCore API. Она содержит все последние обновления, настроена для оптимальной производительности и максимально адаптирована для обычных пользователей. Нам перечисляют отличия в виде поддержки современного оборудования, поддержки DirectX 10.11 и понимания более 4 ГБ АЗУ. OneCore API — это, по сути, слой совместимости с открытым исходным кодом для Windows XP и Server 2003, который позволяет запускать на этих системах программы для более поздних OS. По сути, это wrapper функции NT6. OneCore API создан на основе исходников Wine и ReactOS, но его разработкой занимается совсем другая команда. Установка этой сборки практически полностью автоматизирована, однако графический этап установки очень минималистичен, просто картинка с надписью Encore и посередине слева прогресс установки. Мне сложно понять, зачем так нужно было делать, но ладно, не мне судить все-таки. После установки здесь не будет никакой первоначальной настройки или экрана входа, мы сразу же попадаем в систему. Но на данный момент устанавливаются сейчас нужные Visual C++ редисты и прочие библиотеки. Стандартная картинка тут не знаменитые холмы, а опять же логотип разработчика с надписью Encore. Здесь установлен Internet Explorer 8, нет никаких игр, и понятно, их даже в оригинальной серверной Windows нет. По стандарту включен движок темоформления, да и на этом отличия по сути и заканчиваются. Так вот, раз уж тут встроен OneCore API, то можно попробовать протестировать некоторые софты из Windows 7 в этой сборке. PaleMoon здесь не запускается от слова совсем, хотя установка браузера работает и проходит успешно. Но при запуске исполняемого файла браузера система сообщает о том, что не найдена необходимая точка входа. OBS сразу же отказался ставиться по причине того, что якобы сейчас он уже полноценно открыт и перед установкой его нужно закрыть, хотя я здесь его впервые ставлю. Но не отрицая того факта, что может заработать уже установленная версия. 7-Zip он и в Африке 7-Zip. Работает везде, даже в оригинальной XP и сервер 2003. Последняя версия IMP работает очень даже неплохо, если не отлично. Исправно устанавливается и запускается. Последняя его версия теперь требует минимум Windows 7. Поддержка Windows XP разработчикам была завершена. А вот Sony Vegas 11 меня очень порадовал. Он прекрасно запустился и исправно работает, только в пунктах меню все надписи искривлены на 45 градусов. Но это никак не критично. Напоминаю, что Sony Vegas 11 вышла в 2011 году, это по сути первая версия, где в плане OS минимум требуется Windows Vista и выше, и собственно с этой версии официально отбрасывается поддержка Windows XP. По поводу реального применения этой сборки я ничего не могу сказать, но это как минимум неплохая попытка встроить OneCore API в саму систему из коробки. А следующая сборка уже куда более интересная, чем другие. Windows XP Integral Edition. Эта сборка предназначена для тех, кто до сих пор любит XP и хочет как-либо его установить на современный ПК. Основана сборка на официальном английском образе, включены все последние обновления, официальные патчи и исправления. Кроме этого, автор добавил огромное количество патчей и драйверов для LAN, Wi-Fi, чипсетов, SATA и NVMe, что дало мне успешный запуск на моем старом Acer из 2013, где оригинальный XP во время установки падал в синий экран напрочь. Установщик этой системы здесь классический, из Windows 2000, и установка здесь автоматизирована, что в принципе уже никак не удивительно. После установки нас встречает программа, которая предлагает установить патчи, библиотеки, самые необходимые программы и утилиты в виде 7-Zip, браузера и анлокера. После установки на рабочем столе находятся ярлыки для браузера Basilisk, это такой форк Firefox, если что, Media Player Classic и текстовый документ с ссылками на рекомендуемые программы для Windows XP.
В программах, кроме озвученных ранее, здесь установлен BitLocker To Go Reader, аудио-видеокодеки и программа для RAM-дисков IMDisk. В остальном тут, кроме тем рабочего стола, практически ничего особого нету. Просто Windows XP с вшитыми патчами под современное железо и со всеми апдейтами. Говносборка это или нет, мне сказать ой как сложно. И все-таки каждый решает сам. Кроме самого образа, здесь идут дополнения в виде драйверов к Wi-Fi адаптерам, поддержки дисков вида GPT, Windows Movie Maker и прочие мелкие модификации. Сборка до сих пор обновляется, последнее ее обновление вышло 16 июня 2022 года, где было обновлено множество библиотек. Windows 93 XP. Сборка Windows XP, которая пытается выглядеть под стиль развлекательного сайта windows93.net. Полная кривая трешанина, которую я просто по приколу ставил и не более того. В общем, как-то вот так. Несмотря на окончание поддержки Windows XP, энтузиасты спустя много лет до сих пор делают сборки на основе этой системы. Что-то добавляют, совершенствуют, улучшают в плане поддержки и пытаются сделать возможным запуск системы на современном железе. Хотя по состоянию на 2020 год Windows XP использовалась на 25 миллионах ПК, которые выходят в интернет каждый день. Практическую часть и надобность этих самых сборок каждый ищет сам. Для кого-то будет нормально, для кого-то это покажется лютой дичью. Но со всего этого можно сделать один большой вывод. Windows XP среди народа до сих пор жива и до сих пор пытается ее какими-либо способами улучшить. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Также подписывайся на канал, чтобы поддержать меня и достичь 50 тысяч подписчиков. Спасибо за просмотр и до новых встреч.